Привет. Очень часто к нам в мастерскую приезжают люди и говорят, что у них что-то скрипит, а что они сами не знают. Так сегодня я бы хотел разобраться, что у вас может скрипеть, и самое главное, почему. Скрипеть на велосипеде может все что угодно. Может скрипеть руль, может скрипеть седло, может скрипеть рама, могут скрипеть колеса. И самое главное, что чаще всего и происходит, это скрип в трансмиссии велосипеда. Если скрипит седло или посидельный штырь, достаточно просто взять его и пошатать. Если руль, тоже просто дать на него торсионные нагрузки, и все скрипы вылезут. Колеса тоже. Взял, снял, покрутил, все понятно. Если что-то закусывает, значит, скорее всего, там. Но вот цепь или каретка, или педали, или шатуны, это выявить довольно сложно, поэтому обычно проще провести полный комплекс, разобрав все, прочистив и смазав это дело. Но на самом деле я хотел бы поговорить не о том, я бы хотел поговорить о том, почему это все происходит. Почему-то люди не понимают, что купив велосипед, они покупают технику. И с этой техникой нужно быть осторожным, нужно ухаживать за ней и так далее. Почему? У всех, у кого есть машины, даже у кого нет машин, знают, что на машине нужно сделать ТО, поменять масло, поменять резину на зимнюю. И уделяют им приличное внимание, так сказать. А велосипед это же то же самое. Почему вы никогда не можете заехать в сервис, хотя бы промерить цепь? Хотя бы просто, чтобы мастер посмотрел, что у вас с велосипедом. Обычно, когда вы уже туда приезжаете, вы приезжаете с велосипедом, который уже не пригоден для жизни, там надо менять больше, чем половину компонентов, и после того, как вы узнаете стоимость, вы говорите, не надо, я доезжу так, и все, и ездите, и мучаетесь. И самое страшное, что вы можете сделать в этот момент, это начать пытаться ремонтировать велосипед самим, хотя вообще не понимаете, как это делается. Тут делятся люди, в принципе, на два варианта. Это первые люди, которые докатывают на своей цепи, на своих звездах, просто в сухую, ничего не делая, что-то там крутя какие-то гайки, в общем, производя непонятные манипуляции, но не сильно портя велосипед. И второе, это люди, которые начинают мазать велосипед всеми подходящими и неподходящими, и вообще не факт, что с масками. Они мажут цепь вазелином, варят ее в каких-то солидолах, мажут ими все, что видят. Хорошо, хоть грипсы и педали этим не мажут. И вот тут начинается самое веселое, потому что после этого они привозят их в сервис. И сейчас я примерно покажу, как они смазывают цепь. Итак, обычно это почему-то происходит так. Люди, объясните мне в комментариях, почему вы считаете, что так правильно. Есть цепь. Почему ее нужно смазывать вот так? Почему? Почему вы считаете, что нужно больше смазки? Почему вы считаете, что смазки нужно больше? Почему? Кто вам сказал, где в интернете это написано? Почему вы кладете вот столько смазки на цепь? Почему мы потом в сервисах должны это вымывать? Почему столько смазки? Вот обычно поэтому и происходит вся вот эта вот хрень, которую вы привозите. Потому что вот на это количество смазки налипает такое же количество пыли, песка, и это начинает стирать весь привод. И после этого, когда вы приезжаете, и вам мастер говорит, что вам нужно менять вообще все, вы почему-то сильно удивляетесь. Открою вам страшную тайну. Цепь, по факту, должна быть снаружи абсолютно сухой. На ней вообще не должно быть смазки. Смазка должна быть только внутри цепи. Звезды тоже должны быть абсолютно сухими. И это главное правило, которого стоит придерживаться. Поэтому, если вы не знаете, что вы делаете, лучше не делайте. Лучше отвезите велосипед в сервис, и здесь мы сделаем все для вас, чтобы вы долго катались и вам нравился ваш велосипед. Извините за бомбежное видео, уже не выдержал, просто эти комья грязи немножко поднадоели. С вами был Антон, магазин Bike Magazine.ru. Пока.